Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня я расскажу про калаш. Нет, сам я не собираюсь переходить на АК-серию, но у товарища, который давно играет с АК, есть интересный экземпляр, про который стоит рассказать. Этот автомат собран на основе АК-74М от LCT. Интересного в нем то, что в таком виде он собирался по мотивам АК бойца спецподразделения Вооруженных сил Российской Федерации из Сирии. Кстати, совсем недавно стартовал бета-тест тактической игры, в которой можно играть за бойцов реально существующих спецподразделений. Например, Вымпел 2004 года, Альфа 2016 года и даже ССО 2014 года. Речь идет о командной тактической игре про спецназ от третьего лица «Калибр». В игре у каждого бойца есть своя роль в команде и уникальные способности, которые он может применять на поле боя. Калибр не для одиночек и требует работы в команде. Верный выбор позиции, грамотная оценка ситуации и слаженность действий – вот что требует от вас игра. Играть можно как против компьютера в PvE режиме, так и в PvP против живого противника. На текущий момент Калибр находится в закрытом бета-тесте, но попасть в игру можно прямо сейчас. По ссылкам в описании вы можете приобрести наборы раннего доступа и одни из первых попасть в игру. Помимо комплекта раннего доступа вы можете приобрести наборы с уникальными бойцами или купить сразу весь пак бойцов. После релиза приобрести их больше возможностей не будет. Помимо ценного игрового имущества вы получите 3 дополнительных ключа доступа для ваших друзей. Переходи по ссылкам в описании и включайся в игру. Вернемся к автомату. На мой взгляд, сборка на фото получилась минималистичной и при этом весьма функциональной и удобной в использовании. Штатный магазин на 30 патронов был заменен на 45-зарядный от РПК-74М, для того, чтобы при первом контакте с противником иметь больший боекомплект для подавления огнем, выигрывая себе и товарищам лишние секунды времени, которые вовсе не лишние. В страйкбольной версии за основу был взят боевой магазин от РПК, внутри которого была установлена внутрянка от ЦИМы на 150 шаров. Сотрудник на фото заменил штатное цевье на тактическое LHV-47 от американской компании TDI. В страйкбольном варианте это реплика цевья от LCT, так как оригинальное цевье американский магазин, к сожалению, в Россию не отправляет. Его, конечно, можно найти у отечественных перекупщиков, но стоить оно будет как крыло от самолета. Сотрудник на фото использует тактическую рукоятку MVRI 0415-00. Изначально товарищ именно такую рукоятку и поставил. Но на практике оказалось, что для АК вертикальная рукоятка не самое удобное решение. И поэтому вместо нее была установлена рукоятка Magpul AFG-2, которую тоже можно встретить на АК российских спецподразделений, в том числе и в Сирии. Еще одна интересная деталь. Штатный целик был заменен на целик РПК-74М с возможностью регулировок по горизонтали. Как говорит товарищ, регулировка по горизонтали – это вынужденная мера страйкбольных реалий. Для ночных игр тут была сделана подсветка трассерных шаров в камере хопапа. Камера хопапа тут стоит от Combat Union. Пожалуй, это лучшая камера хопапа для АК на рынке. Подсветка реализована при помощи 3 ультрафиолетовых светодиодов. Питание происходит от основной цепи привода через драйвер, который включает подсветку только при стрельбе. Яркость засветки трассерных шаров камеры хопапа в сравнении с насадкой от Ace-Tech вы можете оценить сами. Практика игры с АК в таком виде показала, что для полноценной игры требуется еще некоторый внешний тюнинг. Например, для игры ночью совсем не лишним будет иметь возможность целиться в темноте, когда штатные механические прицельные приспособления уже не видно. Первоначально была идея поставить мушку и целик с тритиевой подсветкой, но цена вопроса за такое удовольствие оказалась от 8000 рублей, а в случае кастома на основе целика от РПК еще дороже. Поэтому наш выбор — это коллиматор. Он удобнее и дешевле. На фото бойцов из Сирии часто встречаются прицелы типа EOTech XPS. Поэтому мы поставим такой же. Учитывая ценник оригинала, выбор реплики очевиден. Для установки прицела была использована планка B13 от Zenit. Она устанавливается на АК максимально низко и достаточно длинная, чтобы выбрать оптимальное удаление прицела от глаз. Ну и часто встречается на фото отечественных спецов. Для игры в CQB и на полигонах городского типа часто требуется фонарь. Поэтому на цевье с левой стороны была установлена реплика фонаря Клещ от Zenit. Данный фонарь компактный, при этом достаточно мощный. Выносная кнопка была размещена на накладке газовой трубки при помощи велкро-липучки.
Штатную пистолетную рукоятку и складной пластиковый приклад решили оставить как есть. Дело в том, что на большинстве сборок АК, которые можно встретить у бойцов из серии, стоит стандартная пистолетная рукоятка. Эргономичные модные, конечно, тоже встречаются, но заметно реже. По поводу замены стандартного приклада на телескопический хозяин этого АК сильно думал и даже брал на тесты АК-74М с регулируемым прикладом. Но оказалось, что телескопический приклад с комфортной регулировкой длины совпадает по длине со штатным, и смысл ставить телескопический приклад оказался под сомнением. Тем более у бойца с фотографией АК-74М со стандартным пластиковым прикладом. Покраска привода, как вы видите, была выполнена также по мотивам АК с фотографией. Лично мне по душе именно такие кустарные покраски приводов. Как мне кажется, они выглядят логичнее и более естественно. Так как хозяин привода левша, на цевье была поставлена антапка для крепления ремня CQD типа. Простая и удобная. Если вы думали про внешний тюнинг АК и не знали, в какую сторону двигаться, вот вам вполне антуражный вариант, который обеспечивает необходимый для реалий страйкбола функционал и при этом стоит не так дорого. Надеюсь, выпуск показался для вас полезным и интересным. Мы старались. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!